В Москве, в Музее изобразительных искусств, висит картина, которую Гоген написал сразу после прибытия в Полинезию. Называется она «Цветы Франции» и символизирует прощание с родиной. Это маленькая история о находке, которая раскрывает увлечение великого художника садоводством и его любовь к цветам, просветленным растениям, как назвал их один философ. Стало известно, как Поль Гоген тосковал по европейским подсолнухам в Полинезии, куда отправился за мечтой о чистой первобытной жизни, свободной от оков цивилизации. 6 апреля 2016 года газета The Art Newspaper опубликовала квитанцию художника на семена различных растений от ведущего парижского поставщика Мартина Бейли, который он заказал для отправки из Парижа в Полинезию. Они были нужны ему для выращивания европейских цветов, которые он мог бы рисовать на чужбине. Среди семян были подсолнухи, вероятно, в память о Ван Гоге, которого он однажды посетил в Желтом доме. Их главная встреча произошла в 1888 году в Провансе, в городке Орлё на юге Франции. Тогда, в течение 9 недель, они работали вместе, без отдыха, обмениваясь идеями и полотнами. За семена должен был заплатить парижский дилер Гогена, Амбруаз Валар, который был известен своими запоздалыми платежами. Ранее Гоген жаловался своему парижскому другу, художнику Жоржу Даниэлю, что дилер заставил его годами жить в нищете, чтобы получать картины по смехотворным ценам. Потребовалось 16 месяцев с момента заказа, чтобы семена были отправлены в Полинезию, но к тому времени, как они покинули Париж, художник уже был мертв. В последнее время он тяжело страдал от болезни сердца, экземы и последствий отравления мышьяком, который он принял после известия о смерти дочери. Сильные боли приходилось заглушать морфием. Положение усугублялось постоянными конфликтами с администрацией из-за попыток отстаивать права туземцев. Эта деятельность привела его к судебному процессу, штрафу и тюремному приговору. Умер Гоген внезапно от сердечного приступа, вызванного, вероятно, очередной дозой морфия. У постели лежала пустая ампула. Поль Гоген был страстным садоводом. В 1898 году, живя на Таити, он попросил Манфрейда прислать луковицы и семена, обычные георгины, лилии, настурции, разные подсолнухи. «Я хотел бы украсить свой сад, вы ведь знаете, как я люблю цветы». Год спустя Валар обещал Гогену: «Если вы захотите нарисовать несколько картин с цветами, я готов купить все, что вы сделаете». Позже мастер нарисовал 4 натюрморта с подсолнухами.
Вскоре после этого он покинул Таити и перебрался на Маркизские острова, которые тоже принадлежали французской Полинезии. В марте 1902 года Гоген написал Валару: «Пожалуйста, будьте так любезны, отправьте мне по почте семена цветов, упомянутые в прилагаемом списке. Получите их в компании Вильморена, это надежное место, где можно быть уверенным в свежести семян». Клод Моне также покупал там семена для своего роскошного сада. Основанная в 1743 году, компания, кстати, работает по сей день. Семейная фирма ввела в культуру Франции более 450 видов и подвидов полезных растений и цветов. Гоген терпеливо ждал свою посылку. Почта из Парижа в Полинезию шла тогда не менее 5 месяцев морским путем. Спустя 390 дней после своего первого запроса, в апреле 1903 года, Гоген, помня о разговоре про натюрморты с цветами, снова написал Валару. Его краткое письмо из 2 предложений гласит: «Прошло уже более 8 месяцев с тех пор, как вы сообщили мне о поставке холстов, бумаги, клея и красок, а также семян цветов. В настоящий момент я здоров и мог бы много работать, а работать мне нечем и не с чем». Заказ наконец дошел до Вильморена, но без оплаты. 1 июля 1903 года. Он попросил Валара оплатить товары, заказанные господином Полем Гогеном. «Если вы ответите утвердительно, мы могли бы отправить их без дальнейших задержек». В квитанции записано, что Валар в конечном итоге заплатил 48 франков. Известие о смерти Гогена достигло Парижа только в августе. Эта квитанция была найдена в неожиданном месте в архивах Ренуара. Остается загадкой, откуда у него была квитанция на семена Гогена. Известно только, что он был одним из немногих художников, кто остался другом Амбруаза Валара на всю жизнь. Квитанция лежала в архиве, проданном потомками художника через нью-йоркский аукционный дом Heritage Auctions в 2013 году. Лот был куплен частным коллекционером, но фотография документа была любезно предоставлена аукционистами. Основной текст Мартина Бейли, автора книги «Подсолнухи мои. История шедевра Ван Гога».